Пожилые люди часто испытывают проблемы со сном, но в чем кроется причина чаще всего в неправильном питании. Из чего должен состоять ужин, чтобы сон был спокойный и крепкий. Прямо сейчас мы расскажем о продуктах, которые полезно есть на ужин, особенно после 60 лет. Вечерний прием пищи оказывает огромное влияние на наш с вами сон и здоровье, поэтому употребление тяжелой, жирной и острой еды может стать серьезной проблемой. Не есть вечером тоже плохой вариант. Так вы будете испытывать голод и не сможете заснуть. Поэтому нужно соблюдать два простых правила. Первое – есть минимум за 2 часа до сна, если еда жирная. Подождите хотя бы 3-4 часа. И второе – употреблять правильные продукты, таковых много. Но мы рассмотрим 5 самых полезных. Творог. Творог – один из самых полезных кисломолочных продуктов. Он является незаменимым источником калий, который способствует укреплению костей. Это очень важно для пожилых людей, поскольку они чаще склонны к таким опасным заболеваниям, как остеопороз. Еще один плюс творога кроется в том, что его можно есть в любое время суток. В том числе этот продукт легко усваивается и содержит огромное количество полезных веществ. Давайте кратко рассмотрим его химический состав. Витамин В12 предупреждает развитие рака, улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Витамин В12 очень полезен для пожилых людей, но содержится. Он далеко не во всех продуктах, и это лишь доказывает ценность творога. Кальций. Чем старше мы становимся, тем чаще, подвергая опасности переломов кости, плохо заживают, и мы начинаем испытывать сильную боль. Благодаря кальцию можно избежать подобных проблем. Кроме того, он нормализует кровяное давление и снижает риск образования камней в почках. Фосфор является одним из главных источников энергии в нашем организме. Вы быстро устаете, у вас ноют мышцы. Тогда фосфор может вам помочь. Он хорошо влияет на мышцы и кости, повышает выносливость, а также поддерживает работу нервной системы. Но не забывайте, что творог бывает разным. Мы можем есть его сырым, запеченным, с сахаром, медом или ягодами. А еще он может обладать различной жирностью для пожилых людей. Лучшим выбором станет сырой творог без добавок. Он содержит максимум полезных веществ для людей, страдающих от сахарного диабета. Также важен гликемический индекс у творога. Он не превышает 30 единиц, что позволяет спокойно есть его даже с повышенным уровнем сахара в крови. Однако все же рекомендуется выбирать обезжиренный творог, он проще для усвоения и содержит меньше сахаров. Если вам категорически не нравится творог без добавок, можно смешать его с умеренным количеством фруктов, например, с бананами, киви или грушами. Но не забывайте, что фрукты содержат много сахара. Орехи – один из ценнейших продуктов для любого из нас. Орехи, они быстро усваиваются и обладают очень богатым химическим составом. В том числе орехи содержат мелатонин, гормон сна. Поэтому они помогают нам быстрее заснуть. Наиболее полезными считаются миндаль, кешью, фундук, арахис, фисташки, грецкие орехи. Также можно есть бразильские орехи или даже дополнить рацион семечками, подсолнечным или тыквенными. Но обратите внимание, что любые орехи нужно употреблять в сыром виде. Когда мы их жарим или запекаем, они теряют массу полезных веществ. При этом их калорийность растет, и они плохо усваиваются. Это уже совсем не легкий и полезный ужин. Жареные орехи можно есть только как лакомство в первой половине дня. От соленых фисташек тоже лучше отказаться. Химический состав орехов варьируется. Но все они содержат большое количество витаминов и жирных кислот. Благодаря этому они крайне полезны для пожилых людей. Орехи снижают риск инфаркта и инсульта, замедляют износ сердечной мышцы, стабилизируют уровень сахара в крови, снимают чувство усталости, помогают поддерживать мышечную массу, стимулируют работу головного мозга,
повышают стрессоустойчивость, еще один плюс орехов. Они прекрасно утоляют голод. Съев всего несколько орешков, мы уже значительно притупляем чувство голода. Непосредственно перед сном, чтобы не мешало уснуть, достаточно съесть 6-8 орешков. И помните, что они не должны быть глазированные, жареными или солеными. А еще орехи являются прекрасным дополнением любого салата или творога. Важный момент. Орехи очень часто вызывают аллергию, особенно арахис. Если вы не ели их до этого, сначала попробуйте половинку ореха и подождите пару часов. В норме никаких изменений с самочувствием быть не должно. Морская рыба. Рыба очень быстро усваивается в разы быстрее, чем мясо. При этом она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов. Морская рыба – очень ценный продукт, который будет полезен для людей любого возраста. Она снижает уровень сахара в крови, препятствует образованию холестериновых бляшек, укрепляет иммунитет, нормализует работу щитовидной железы, замедляет процессы старения, выводит вредные вещества из организма. Для ужина подойдут любые виды морской рыбы от минтая до лосося. Главное – правильно их приготовить. Лучше избегать майонеза и большого количества растительного масла. Старайтесь выбирать запеченные блюда с минимумом приправ в качестве гарнира. Лучше всего подойдут тушеные или запеченные овощи, салат. Макароны, пюре и рис могут негативно влиять на пищеварение и замедлять усвоение пищи. Если вы хотите что-то добавить к рыбе, пусть это будут лимоны или зелень. А вот хлеб на ночь точно есть не стоит. Он плохо влияет на моторику кишечника и мешает заснуть. Его можно употреблять только в первой половине дня. Также обратите внимание, что некоторые хищные виды рыб содержат много ртути, когда мы поглощаем ртуть. Неважно. Каким образом она отравляет наш организм и вызывает серьезные проблемы со здоровьем, поэтому не рекомендуется часто есть морского палтуса, тунца. А вот лосось, форель, треска и митай считаются безопасным и очень полезными, их можно кушать без каких-либо ограничений. Куриные яйца. Куриные яйца, без преувеличения, один из самых полезнейших продуктов на нашей планете. Они обладают богатым химическим составом и легко усваиваются. Вдобавок яйца очень универсальные. Вы можете есть их в любое время суток. Даже жареная яичница может быть полезна при умеренном употреблении. Конечно, лучше отдать предпочтение вареным яйцам, не менее полезным будет запеченный или паровой омлет. В него вы также можете смело добавить овощи или зелень, например, помидоры с петрушкой. Вареные яйца можно есть с небольшим количеством творога или сметаны. А теперь давайте рассмотрим, чем же так полезны куриные яйца. В них содержится витамин А, очень полезен для зрения и кожи. Дополнительно повышает прочность зубов и костей. Снижает риск злокачественной мутации клеток. Фосфор придает сил, нормализует работу нервной системы, поддерживает кислотно-щелочный баланс, цинк укрепляет кости и стимулирует рост мышц. Необходим для работы иммунной системы. Витамин В9 необходим для синтеза новых клеток, а потому значительно снижает износ нашего организма. Холин борется с высоким уровнем холестерина, препятствует отложению жира в печени, а также оказывает успокаивающее воздействие. Омега-3. Жирные кислоты улучшают работу головного мозга и вязкость крови, нормализуют обмен веществ, несмотря на всю пользу. Важно сохранять умеренность в употреблении яиц. Достаточно есть 1-2 штуки в сутки. Фрукты. Фрукты тоже можно есть вечером, но большинство из них содержит много сахара, который может быть опасен для пожилых людей. Наиболее полезными считаются груши, киви и ананасы. Почему они содержат много полезных веществ и замедляют процессы старения? Многие фрукты, например, те же киви, способствуют улучшению настроения и помогают снять стресс. А это значит, что вам будет проще уснуть. Кроме того, они помогают улучшить работу кишечника.
что также положительно влияет на качество сна. В дополнение к этому фрукты укрепляют иммунитет, препятствуют поседению, повышают стрессоустойчивость, уменьшают одышку, улучшают физическую выносливость и препятствуют образованию камней в почках, но и есть фрукты нужно в ограниченных количествах. Также не забывайте о противопоказаниях яблоки. Например, не следует употреблять при наличии гастрита и язвы желудка, а мандарины – при почечно-каменной болезни и повышенной кислотности. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!